В этом видео хочу показать вам центральный район Лиссабона, район Байша. Байша является главным местом встречи и знакомства с Лиссабоном. Вам захочется сюда вернуться еще не раз. Рекомендую начать экскурсию и узнать район с площади Россию. Это одна из главных площадей Лиссабона. Официальное ее название – Праца де Дом Педро IV, статуя которого находится в центре площади. Педро IV был королем Португалии и Бразилии в XIX веке. Это здание на площади является национальным театром, названный именем Марии II в честь королевы. Рядом с площадью находится монастырь Святого Доминика. Это один из самых старых храмов в Лиссабоне. Первый камень был заложен в 1241 году. Это место известно еще тем, что во время Пасхи 19 апреля в 1506 году возле храма на площади произошла Лиссабонская резня, или по-другому ее называют Пасхальная, во время которой были убиты сотни евреев. Об этой резне сегодня вспоминают памятником в честь иудаизма. На мемориальной доске надпись на нескольких языках: «Лиссабон – город толерантности». На этой же площади вы найдете ликерную лавку Джинджинья, которая работает уже более 100 лет. Джинджинья – это португальский ликер, приготовленный путем настаивания ягод вишни в спирте с добавлением сахара, гвоздики и корицы. Подается в виде шотов с ягодками. Любимый напиток португальцев и типичный напиток в Лиссабоне. Ежегодно производится около 150 тысяч литров джинджиньи, около 90% потребляется в Португалии и 10% экспортируется, большая часть в США. Основу этому напитку положил монах из Галисии Сан-Антонио. Стоимость рюмки обойдется вам в 1,5 евро. Некоторые заведения предлагают отведать джинджинью в шоколадных шотах. Далее от площади Россию берет свое начало Руя Агуста. Это главная улица района Байша и самая популярная улица в Лиссабоне. В центре Лиссабона между жилыми домами находится вот такая железная махина. Ее высота 45 метров. Это транспортное средство называется лифт Сан-Жусто, который был построен в 1901 году, а введен в эксплуатацию с 1902 года. Для подъема на лифте наверх и спуска вниз я заплатила 5,30, но это можно сделать дешевле или вообще бесплатно по Lisbon Card. Его построили для того, чтобы местные жители поднимались на этом лифте и тем самым облегчали свой путь для подъема в ту сторону. Лиссабон построили на 7 холмах, самое сердце города – район Байша. Он расположен в низине между 2 холмами. Лифт Сан-Жусто связывает 2 района – Байшу и Байру-Альту. Сегодня лифт продолжает помогать жителям преодолевать крутой подъем в гору, а также является основной достопримечательностью в Лиссабоне. Для тех, кто поднимается на лифте, есть возможность подняться на самую верхнюю террасу лифта и полюбоваться видами на Лиссабон. Доступ на эту площадку бесплатный, если вы заходите на нее с верхней улицы, но любоваться видами придется через решетку. За дополнительную плату с этой площадки можно подняться на верхнюю террасу лифта.
Пожалуй, самое печальное напоминание о землетрясении, которое произошло в Лиссабоне в 1755 году, это Кармелитский монастырь. Монастырь кармелитов Святой Марии находится на горе в районе Альто-ду-Шиадо. Монастырь был основан в 1389 году, был построен орденом кармелитов в стиле готика и мануэлино. Этот монастырь должен был стать одним из самых выдающихся памятников национальной готики, но, к сожалению, землетрясение уничтожило большую часть здания и крышу. После катастрофы монастырь много лет находился в заброшенном виде. Только в конце XIX века правительство Португалии приобрело заброшенный монастырь и превратило его в музей. Сегодня это одна из самых главных достопримечательностей Лиссабона. Стоимость посещения составит 5 евро. В этом же районе Альто-Шиадо находится самый старый в мире книжный магазин, настолько старый, что занесен в Книгу рекордов Гиннесса и который по сей день обслуживает покупателей. Магазин был открыт в 1732 году. В первом выставочном зале я нашла книги Льва Толстого «Война и мир» и Анна Каренина. В былые времена это был не просто книжный магазин, а салон, где устраивались литературные вечера и читались новые творческие произведения. Как и тогда, так и сегодня район Шиадо считается богемным кварталом Лиссабона. Недалеко от книжного магазина находится знаменитое кафе «Бразилейра». Оно было открыто в Лиссабоне в 1905 году, и сначала это был магазин для продажи бразильского кофе. Позднее магазин переделали в кафе. С 1997 года кафе является частью португальского архитектурного наследия. Бразилейра всегда был местом встречи интеллектуалов, художников и поэтов. Перед входом в кафе установлена бронзовая статуя поэта Фернандо Песоа, который часто похаживал сюда. Возвращаемся на самую главную улицу в Лиссабоне – Руа Агушта. Здесь нас встречает Триумфальная арка. Этот архитектурный монумент был построен во знаменование реконструкции города после землетрясения 1755 года. Именно эта часть города больше других пострадала в катастрофе. Триумфальную арку строили больше 100 лет, ее окончательно достроили лишь в 1875. На крышу арки можно подняться за 4 евро. Проходя под аркой, вы оказываетесь на торговой площади Праца ду Коммерсио. Ее также называют Дворцовой площадью, так как до землетрясения на ее месте находился Королевский дворец Рибейра. В центре площади расположена конная статуя короля Жозе I. Он правил Португалией с 1750 по 1777 год. На вершине арки изображены 3 скульптуры. Это «Слава венчает гения и доблесть».
Ниже две лежащие скульптуры – это реки Тежу и Доро. 4 статуи над колоннами изображают Васко да Гама и Вириота, а с другой стороны – Нуну Алвареш и Маркиз Помбал. Именно маркиз Себастьян Помбал был главным по восстановлению и реконструкции Лиссабона после землетрясения.